Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. Северные и центральные районы бразильского штата Мату-Гросу оказались во власти мощного грозового фронта, который принес в регион экстремальные ливни и спровоцировал масштабный инфраструктурный хаос. В городе Матупа критическая обстановка сложилась в районе популярного туристического комплекса, где из-за аномального притока дождевой воды произошло резкое переполнение местного озера. Вышедшая из берегов водная масса мгновенно затопила выездную часть стратегически важной федеральной трассы БР-163, превратив дорожное полотно в глубокий водоем. Не менее драматичная ситуация развернулась в городе Новомутум, на который обрушился настоящий тропический шквал. Всего за несколько часов в муниципалитете выпало около 115 мм осадков, что привело к мгновенному параличу городской ливневой канализации. Бушующие потоки воды, хлынувшие по центральным улицам, превратили проезжую часть в полноводные реки, сила течения которых была способна сбивать с ног пешеходов и уносить легкий транспорт. В ряде жилых кварталов уровень воды поднялся до порогов домов, вынуждая владельцев коммерческих точек в спешке спасать товар и оборудование от неминуемого затопления. Движение транспорта в городе было практически полностью парализовано из-за высокого уровня воды и скопления наносов мусора на дорогах. Несмотря на масштаб материального ущерба и драматичные спасательные операции, по официальным сводкам властей штата Мату-Гросу сообщений о погибших или пропавших без вести не поступало. Региональное метеорологическое управление сохранило оранжевый уровень опасности для севера штата, предупреждая о высокой атмосферной нестабильности и риске новых интенсивных ливней и гроз в ближайшие 48 часов. На филиппинском острове Лусон продолжается интенсивная фаза извержения стратовулкана Майон, который демонстрирует высокую активность уже более месяца. Согласно последним сводкам Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, исполин перешел в стадию стабильного эффузивного извержения, характеризующегося медленным, но непрерывным излиянием раскаленной лавы из кратера. Огненные потоки продвигаются по юго-восточным склонам в сторону ущелий Мии-Си и Бонга, достигнув в длину более 3,5 километров. В ночное время над вершиной наблюдается устойчивое яркое свечение, а периодические обрушения фрагментов растущего лавового купола порождают камнепады и пирокластические потоки малой дальности, которые выжигают растительность на верхних ярусах горы. Ситуация в провинции Албай остается напряженной. Специалисты фиксируют сотни вулканических землетрясений и эпизоды низкочастотного дрожания почвы, что указывает на постоянное движение магмы в жерле вулкана. Выбросы диоксида серы составляют около 2400 тонн в сутки, создавая плотный вулканический смог, который накрывает прилегающие населенные пункты Дарага, Камалик и город Легаспи. В связи с этим власти удерживают третий уровень опасности, сохраняя строгий запрет на нахождение в 6-километровой зоне постоянной опасности. Более 20 тысяч человек по-прежнему остаются в эвакуационных центрах, так как риск внезапного взрывного извержения с выбросом пепла на высоту более 10 километров оценивается сейсмологами как значительный. Экологи и спасатели выражают особую обеспокоенность из-за начавшихся в регионе тропических ливней. Осадки размывают скопившийся на склонах пепел и вулканический мусор, что создает прямую угрозу схода лахаров, мощных грязевых потоков, способных за считанные минуты достичь жилых массивов у подножия. Сильные проливные дожди спровоцировали разрушительные наводнения в сельской местности провинции Идлиб на северо-западе Сирии. В эпицентре бедствия оказался лагерь для внутренне перемещенных лиц Хирбет-аль-Джуз, расположенный в приграничном горном районе. Многочасовые ливни превратили временное поселение в зону бедствия. Потоки воды и грязи, стекающие со склонов, мгновенно затопили сотни палаток, уничтожив скудное имущество, запасы продовольствия и теплую одежду тысяч людей.
Из-за отсутствия надлежащей дренажной системы и твердого дорожного покрытия лагерь превратился в сплошное месиво, что сделало передвижение по его территории практически невозможным и отрезало доступ к медицинским пунктам. Стихия нанесла сокрушительный удар. Десятки палаток были полностью смыты или разорваны шквалистым ветром, а самодельные системы отопления вышли из строя, оставив семьи с детьми в условиях зимнего холода. Наиболее сложная ситуация сложилась в низинных секторах Хербет-Аль-Джуз. Там уровень воды поднялся выше колена, что заставило людей спасаться на возвышенностях под открытым небом. Наводнение также привело к разрушению временных туалетов и выгребных ям, что создало катастрофическую санитарную угрозу и риск вспышек инфекционных заболеваний среди жителей лагеря. В Хербет-Аль-Джуз продолжаются работы по ликвидации последствий потопа, а метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной погоды в Северной Сирии, что ставит тысячи обездоленных семей перед угрозой новых подтоплений. В глубоководной акватории у берегов Аргентины исследователям удалось заснять на видео одну из самых загадочных и редких обитательниц океана – гигантскую медузу Стигиомедуза гигантеа. Съемка была произведена с помощью высокотехнологичного дистанционно управляемого глубоководного аппарата на глубине более 1000 метров в условиях практически полной темноты. Это видео стало первым в истории наблюдений за данным видом, зафиксированным в столь высоком качестве, что позволило детально рассмотреть данное существо в его естественной среде обитания. Медуза-призрак полностью оправдывает свое название. Диаметр ее куполообразного колокола может достигать 1 метра, а 4 ротовые лопасти, заменяющие традиционные щупальца, вытягиваются на длину до 10 метров. Эти лопасти лишены жалящих клеток, но функционируют как гигантские живые ленты или вуали, которые медуза использует для захвата добычи в бездне. На кадрах отчетливо видно темное багрово-коричневое тело существа, которое помогает ему оставаться практически невидимым для хищников и жертв на глубине, где солнечный свет отсутствует. Исследователи отмечают, что с момента первого описания вида в 1910 году встречи с данной медузой фиксировались лишь около 120 раз, что делает каждую новую видеозапись бесценной для биологии. Появление медузы-призрака у берегов Аргентины в начале февраля 2026 года подтверждает гипотезу о повсеместном, но крайне разреженном распространении этого вида в глубоких водах Мирового океана. В департаменте Нариньо на юго-западе Колумбии в сельской местности муниципалитета Маллама произошел оползень, вызванный аномальными ливнями. Огромная масса грунта сошла на деревню Ла-Оскурана, мгновенно засыпав 3 жилых дома и заблокировав внутри 9 человек. На место бедствия оперативно прибыли подразделения гражданской обороны, пожарные и волонтеры, которые к вечеру того же дня 2 человек извлекли из-под завалов живыми. К сожалению, для 3 жителей исход оползня стал фатальным. Их тела были обнаружены под многометровым слоем грязи. Судьба еще 4 остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести. Трагедия в Малламе стала частью масштабного климатического кризиса, охватившего почти всю территорию Колумбии. По данным национальных метеослужб, критическая ситуация затронула 31 из 32 департаментов страны, что свидетельствует о беспрецедентном масштабе бедствия. Непрекращающиеся проливные дожди, вызванные атмосферными условиями, схожими с экстремальным проявлением явления Ла-Нинья, привели к выходу рек из берегов и затоплению десятков тысяч домов. В ряде регионов уровень воды поднялся до критических отметок, разрушил инфраструктуру, размыл дороги и уничтожил сельскохозяйственные угодья. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации на национальном уровне. Переувлажнение почвы достигло предела, провоцируя сотни локальных оползней в горных районах Анд. Метеорологи предупреждают, что пик дождевого сезона еще не пройден, и призывают жителей склонов и прибрежных зон к немедленной эвакуации при первых признаках движения грунта или подъема воды. Ситуация в стране остается крайне напряженной, требуя максимальной координации всех экстренных служб для минимизации дальнейших жертв. 6 февраля ночное небо Китая озарил яркий болид.
Огненный шар, вошедший в плотные слои атмосферы, был отчетливо виден на обширной территории, охватывающей провинции Юннань, Сычуань и Циньхай. Очевидцы из разных населенных пунктов описывают вспышку, которая по яркости на несколько секунд превзошла полную луну, осветив ландшафт голубовато-белым светом. На кадрах видно, как в финальной стадии полета болид претерпел серию ярких вспышек, что свидетельствует о его фрагментации. По предварительным оценкам специалистов из Китайской академии наук и астрономических обсерваторий региона, диаметр метеороида мог составлять от 1 до 2 метров, а его масса достигала нескольких тонн. Северные регионы Марокко столкнулись с беспрецедентной климатической катастрофой. Масштабное наводнение в провинции Лараш и, в частности, в городе Ксар-эль-Кибир превратило обширные территории в зону бедствия. Согласно последним данным правительственных служб и международных гуманитарных миссий, число эвакуированных жителей превысило 140 тысяч человек. Причиной столь сокрушительного паводка стали непрекращающиеся экстремальные ливни, которые привели к резкому выходу из берегов реки Лукас и ее притоков. Ситуация приобрела неконтролируемый характер. Из-за угрозы прорыва гидротехнических сооружений был произведен экстренный сброс избыточных объемов воды. Этот шаг, направленный на спасение дамб, вызвал мощную волну, которая мгновенно затопила низинные кварталы Ксар-эль-Кибира и десятки прилегающих сельских поселений, превратив улицы в бушующие потоки глубиной до 1,5–2 метров. Инфраструктура региона получила колоссальный урон. Паводковые воды разрушили сотни жилых построек, размыли стратегически важные участки дорог и привели к обрушению нескольких мостов, существенно осложнив проведение спасательных операций. В самом Ксар-эль-Кибире зафиксированы массовые отключения электроэнергии и связи. Системы водоснабжения оказались загрязнены илом и сточными водами. Возникла острая угроза вспышек инфекционных заболеваний. Для эвакуации людей, заблокированных на крышах своих домов, власти задействовали вертолеты. Тысячи пострадавших семей были размещены во временных лагерях, школах и мечетях. Волонтеры Красного полумесяца ведут распределение продовольствия, теплой одежды и медикаментов. На сегодняшний день в провинции Лараш сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что интенсивность осадков начала снижаться, уровень воды в бассейне реки Лукас остается стабильно высоким, что препятствует началу восстановительных работ. Метеорологи предупреждают о сохранении атмосферной нестабильности над Атлантикой, что может спровоцировать новые волны паводка в ближайшие дни. Власти Марокко обратились к международному сообществу за экстренной помощью, подчеркивая, что нынешнее наводнение стало самым разрушительным для севера страны за последние десятилетия. Оценка общего материального ущерба аграрному сектору и частной собственности начнется сразу после стабилизации гидрологической обстановки. Однако уже сейчас очевидно, что на восстановление региона потребуются месяцы и колоссальные финансовые вливания. Индийский горный курорт Майнпад, расположенный в штате Чхаттисгарх и часто называемый «маленьким Тибетом», вновь оказался в центре внимания туристов и исследователей. В этой живописной местности наблюдается поразительная оптическая иллюзия, в результате которой создается впечатление того, что поток воды, вопреки законам гравитации, течет вверх по крутому склону. Местные жители веками приписывали этому месту мистические свойства, однако ученые подчеркивают, что восходящий поток является результатом сложного сочетания рельефа местности и специфического расположения линии горизонта, которые в совокупности обманывают человеческое зрение. То, что кажется крутым подъемом, на самом деле является небольшим уклоном вниз. Физики поясняют, что окружающие холмы и отсутствие четких вертикальных ориентиров лишают мозг возможности правильно определить истинный уровень горизонта, из-за чего небольшой спуск воспринимается наблюдателем как подъем. Несмотря на рациональное объяснение, популярность Улта-Пани продолжает расти, привлекая тысячи путешественников, желающих лично увидеть, как вода преодолевает земное притяжение. Один из самых активных и опасных вулканов Индонезии, Мерапи, расположенный на острове Ява, вошел в фазу повышенной эруптивной активности. Согласно данным Центра исследований и развития технологий геологических катастроф, в течение субботы на исполине была зафиксирована серия мощных лавинообразных сходов, раскаленных обломков и пирокластических потоков.
Горячие смеси газа, пепла и камней скатывались по юго-западному склону вулкана в направлении русел рек Бебек и Красак, достигая в длину рекордных для текущего месяца 2,5–3 километров. Извержение сопровождалось отчетливым гулом, который был слышен в радиусе 10 километров от вершины, и выбросом столба пепла, который поднялся на высоту около 1500 метров над кратером. Активность Мерапи привела к выпадению вулканического пепла в нескольких районах округа Магелланг и на северо-западе особого округа Джокьякарта. Местные власти и службы гражданской обороны ввели ограничения на передвижение в опасной зоне, настоятельно рекомендуя жителям и туристам не приближаться к вулкану ближе, чем на 7 километров от вершины в юго-западном секторе. Официальный уровень опасности вулкана удерживается на 3-й отметке, что означает высокую вероятность взрывного извержения, но пока не требует массовой эвакуации за пределами установленного радиуса. Тем не менее, сотни жителей деревень, расположенных на верхних склонах, предпочли временно покинуть свои дома и переместиться в пункты сбора, опасаясь усиления активности в ночное время. Сейсмические датчики продолжают фиксировать непрерывное вулканическое дрожание и землетрясения, свидетельствующие о продолжающемся подъеме магмы. Ученые предупреждают, что в случае сильных дождей, характерных для текущего сезона муссонов, существует риск формирования лахаров, которые могут хлынуть по руслам рек, берущих начало на склонах Мерапи. Исторический город Кёнджу в провинции Кёнсан-Пукта на юго-востоке Южной Кореи столкнулся с крупным лесным пожаром. Сочетание установившейся в регионе экстремально сухой погоды и шквалистых порывов ветра привело к стремительному распространению пламени по труднодоступному горному лесному массиву. Огненный фронт быстро растянулся на 1700 метров светящейся линией, видимой с большого расстояния. Благодаря скоординированным усилиям сотен пожарных и применению специализированной авиатехники значительную часть возгорания удалось локализовать, однако полная ликвидация очагов осложняется сильным ветром. Стихия нанесла ощутимый урон экосистеме региона. По оценкам лесного управления, площадь, пройденная огнем, составила около 10 гектаров. В качестве превентивной меры безопасности власти города распорядились о немедленной эвакуации более 100 жителей из близлежащих деревень, которые провели ночь в убежищах и школах. Несмотря на близость пламени к границам поселений, благодаря оперативной прокладке заградительных полос, жилые дома и хозяйственные постройки не пострадали. По официальным данным штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Кёнджу, погибших и раненых среди гражданского населения и участников тушения на текущий момент нет. Итальянское побережье региона Лигурия оказалось во власти разрушительного грозового фронта, принесшего с собой экстремальный град и спровоцировавшего серию тяжелых дорожных инцидентов. Мощные штормовые ячейки, вызванные столкновением контрастных воздушных масс над акваторией Лигурийского моря, обрушились сначала на город Рапалла. Всего за несколько минут интенсивных осадков улицы и набережные курорта скрылись под плотным слоем ледяных гранул, который при частичном таянии превратил дороги в реки с плавающим льдом. Ливневая канализация не справилась с объемом воды и льда, что привело к возникновению глубоких луж и подтоплению нижних этажей прибрежных зданий. Стихия нанесла удар и по транспортной системе региона. На скоростной автомагистрали А12, соединяющей Рапалла и Киавари, из-за обледенения дорожного полотна и нулевой видимости произошла серия ДТП. Параллельно с этим аналогичная по силе гроза накрыла Савону и ее окрестности, где крупный град также полностью парализовал движение в центре города. Метеорологи Лигурии классифицируют произошедшее как исключительную по интенсивности погодную аномалию, связанную с высокой влажностью и резким перепадом температур в приземном слое атмосферы. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.